Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, по традиции предлагаю поделиться этим видео по социальным сетям, по электронной почте со своими друзьями и единомышленниками. В наших видео есть много полезной и интересной информации. Тема сегодняшнего видео – как побыть 15 минут в тишине, почему это важно. Тем, кто заполнял дневники и ежедневники, знаком такой метод, как дневник за 6 минут, когда вы 3 минуты уделяете ведению дневника утром и 3 минуты уделяете дневнику вечером. Это создает у вас хороший ритуал, это создает у вас очень хорошее эмоциональное состояние. И тема сегодняшнего видео посвящена тому, что если мы 15 минут побудем наедине с собой в тишине, это позволяет нам немного структурировать прожитый день. Это помогает нам поставить планы на следующий день с учетом того, что мы успели или не успели за сегодняшний день. И это будет вам очень полезно с точки зрения того, что 15 минут в день – это не такая большая временная величина. 15 минут мы всегда можем найти для себя. Важно на чем сконцентрироваться за эти 15 минут. Зачем нам нужно 15 минут побыть в тишине? 15 минут в тишине позволяют нам весь наш прожитый жизненный опыт, пускай он был в течение недели или в течение месяца, разложить по полочкам. В теории колеса жизненного баланса LongSwim у нас есть 3 вида целей. Есть долгосрочные цели, мы их называем долгосрочные достижения, потому что достижения связаны с тем, что мы чего-то достигли, стали в каком-то деле чуть-чуть лучше, чуть-чуть опытнее. Есть краткосрочные достижения, краткосрочные цели – это те мероприятия, те проекты, которые не требуют длительной подготовки, не требуют профессиональных навыков. Это все, что длится в течение 3-6 месяцев. Кому как удобно, здесь нет каких-то сильных, жестких рамок. И есть рутина. В рутине мы чаще всего зарываемся. Рутина является очень частым источником эмоционального выгорания. Почему? Потому что в рутине мы получаем очень не сильно яркий результат. Оно тянет очень много времени. Как правило, за рутину мало кто благодарит. Этим нельзя похвастаться или не получается в сформировавшихся традициях нашего общества похвастаться. Нас в основном хвалят за наши грандиозные дела. Это долгосрочные достижения, длительный этап подготовки, реализации чего-то грандиозного или грандиозное невозможно сделать за 1-2 месяца. И профессиональная рутина – это наши краткосрочные достижения, то, чем мы регулярно занимаемся на работе или в сфере карьера и бизнес. Итак, 15 минут в тишине, как они влияют на наши достижения. Опять возвращаемся к теории. Теория говорит о том, что все, что хорошо спланировано, оно очень легко реализуется. И это требование для людей, которые находятся в состоянии 8-10. Люди в состоянии 8-10, почему они тщательно планируют или умеют грамотно изложить свою цель? Потому что реализацией целей для людей в состоянии 8-10 являются окружающие. То есть невозможно грандиозное дело, невозможно амбициозное дело сделать в одиночку. Как правило, нужно увлечь идеи подрядчиков, единомышленников, других людей, пользователей проекта, который реализуется. И без планирования в состоянии 8-10 никак. Поэтому мы в колесе жизненного баланса LongSwim, рекламируя состояние замечательное 8-10, различными способами мотивируем вас к ведению дневника, к ведению какой-то истории размышлений, поиска инсайтов. Дневник, на самом деле, он служит 2 вещам. Он служит, первое, сборником различных инсайтов, поиску возможностей и список каких-то дел, чем бы вы хотели заняться. То есть у вас из списка дел возникает следующий шаг – это приоритет. То есть это вам хотелось бы сделать в первую очередь, вот это вы хотите отложить на потом, когда вам будет ясна ситуация. Это дает вам возможность
выполняя список дел, получаете от этого списка дел максимальное удовольствие. И опять мы возвращаемся к правилу 15 минут. Вот когда вы формируете список дел, которые вы хотели заняться, вот этих 15 минут на обдумывание, всегда достаточно. Почему? Потому что если мы погружаемся в состояние размышления, это наше состояние 0,4, то есть мы переживаем эмоциональный подъем или переживаем состояние эмоционального истощения, нам нужно какие-то мотивы для того, чтобы выйти из этого состояния. А когда вы уже что-то пишете, это состояние 4-8, у вас возникает список, что я пережил. Эмоциональные переживания тоже важно структурировать. Дневник – это все про структурирование. Вот эту ситуацию я пережил. Буду ли эту ситуацию считать важной, эмоциональной потом? Если вы делаете список дел, вы смотрите, первое, кому это можно делегировать, если это возможно делегировать, или у вас есть желание делегировать, или второе, вот это вот я из 10 пунктов 2 сделаю сам, потому что это мне нравится, я от этого получу огромное эстетическое, моральное и другое удовольствие. Итак, хватит ли нам 15 минут для того, чтобы побыть в тишине, и что мы после 15 минут должны сделать? Еще раз возвращаюсь к нашей философии колеса жизненного баланса Long Swim. У нас есть 3 основных вопроса, которые мы можем задать себе после 15 минут тишины. То есть, как я могу начать завтрашний день, то есть, с чего можем начать, чего могу достигнуть за завтрашний день, и следующий момент, как я могу найти единомышленников. То есть, если вы 15 минут посвящаете себе в конце рабочего дня, ваша задача быть благодарным за тот день, который прошел по вашему плану или не по вашему плану. Это дает вам возможности понять, что все ваши возможности за сегодняшний день уже были использованы. Кто-то использовал свои возможности интенсивно, кто-то, наоборот, воздержался от использования своих возможностей. Ваша задача завтрашний день спланировать с каких-то счастливых моментов, каких-то приятных эмоциональных переживаний. Ваша задача понять, какое достижение будет в завтрашнем дне вашей гордостью, чем вы можете похвастаться. Еще раз напоминаю, что один из признаков состояния 8-10 – это умение рассказать о своей истории успеха. Когда вы рассказываете о своей истории успеха, вас переполняет энергетика. Вот в этом и польза рассказа о своей истории успеха. Если вы хотите о своей истории успеха умолчать, есть такие профессии, когда там публичность не самый важный элемент в профессиональной деятельности. Для себя вы будете знать, что ваша история успеха вас вдохновляет на более амбициозные цели. Третий пункт, самый важный, это создание своей инфраструктуры. Люди в состоянии 8-10, они обладают развитой инфраструктурой, поэтому им удаются большие грандиозные дела. Люди в состоянии 8-10 знают возможности подрядчиков, знают возможности своих единомышленников, деловых партнеров, творческих партнеров. Они знают, какие задачи им интересны, а для которых, скажем так, непосильны. И знание о таких моментах позволяет любую амбициозную цель или задачу реализовать с наименьшими усилиями. И в своих видео мы эту информацию не скрываем и говорим о 2 вещах. Вы, постепенно изучая колесо жизненного баланса, от состояния 0,4 – это самая начальная точка, в котором большинство из вас, кто смотрит видео, находится. За 1-2 года переходите в состояние 4-8. Несмотря на внешние факторы, вы продолжаете идти к своим целям, которые вам интересны, в результате которых вы получите что-то, что для вас является очень важным. Состояние 4-8 очень хорошее для проработки сферы отношения и семья. В одном из видео, если вы посмотрите плейлист «Колесо жизненного баланса для любимого человека», уже упоминается тот факт, что в состоянии 0,4 вы не сможете построить долгосрочные отношения с вашим любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, потому что в состоянии 0,4 эмоции переполняют, и когда встречаются 2 человека в состоянии 0,4, они будут классно все переживать, но совместно ничего делать не будут, потому что им, тяжело открыть свои планы, даже краткосрочные, перед своим любимым человеком. И следующий момент, поскольку мы
знаем, что друзья окружения находятся в тесной взаимосвязи со сферой семья и отношения, вы будете вовлечены в реализацию чужих планов, потому что вы не можете озвучить людям, что для вас важно. И они по умолчанию считают, что вы сейчас свободны. Поэтому, если мы говорим о 15 минут в тишине для пользы сферы семья и отношения, то 15 минут в тишине, когда вы находитесь рядом с любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, они тоже очень важны. Для вас важен вот тонкий контакт, визуальный контакт, когда вы понимаете, что есть ценность человека. И после 15 минут вам, наверное, захочется что-то сказать очень ценное. Это могут быть слова благодарности, признания в любви. Ну, те вот важные тонкие моменты, которые любимый человек хочет слышать от вас регулярно, часто, ну, или с какой-то периодичностью. Если мы говорим о 15 минут в тишине, почему это важно для профессиональной карьеры, то есть это сфера карьера и бизнес, 15 минут в тишине, оно позволяет вам спланировать свою рабочую неделю. То есть в зависимости от того, какую сферу вы хотите проработать, вот эти 15 минут в тишине, они помогают вам выделить что-то важное, что-то приоритетное. И когда вы будете начинать практиковать 15 минут тишины, сначала все начнется с такого небольшого хаоса, но если вы будете практиковать, делать какие-то записи, вы заметите, что за 15 минут вы в спокойном состоянии видите все 8 сфер колеса жизненного баланса, и для вас уже и не нужно будет 15 минут. Почему? Потому что у вас за плечами будет колоссальный опыт. То есть, делая это упражнение в течение полугода, вы поймете, что вам небольшого погружения в состояние тишины будет достаточно, чтобы вы могли понять, что у вас отошло от плана, от нормы, и какие действия в будущем нужно предпринять, чтобы вот это вот отклонение вернуть в нормальное состояние. Динамика в любых целях всегда есть, не все зависит от наших возможностей, на что-то влияют и внешние факторы, и наша задача, несмотря на или вопреки всем внешним обстоятельствам, достигнуть своих целей. Подводим итоги сегодняшнего видео. Я бы хотел, чтобы это видео было вдохновляющих. 15 минут в тишине – это очень важный ритуал, который можно внедрять на любом этапе в вашу повседневную жизнь. Этот ритуал будет очень важным для вас, для построения взаимоотношений с вашим любимым человеком, любимой женщиной, любимым мужчиной. Он дает очень классный эффект в вашей сфере карьеры и бизнес. И если вы уже понимаете, что вы готовы к созданию собственного дела, прорабатывайте этот ритуал 15 минут в тишине для сферы деньги, и вы увидите, что вот этот колоссальный финансовый результат будет уже на вашей стороне. Всем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте колокольчик, нажимайте кнопку «Поделиться», ставьте лайки. У вас все получится. Я в вас верю.